Ребят, всем привет! Меня все так же зовут Полина, если вы вдруг забыли. Сейчас мы находимся в здании в Далласе, в штат Техас. Посмотрите, какой красивый закат. Буквально пару минут назад он был еще красивее, но уже, как вы понимаете, темнеет. Прошли буквально сутки с окончания предыдущего влога, где мы привозили сюда же Rolls-Royce с мангалом вместо багажника. Если вы вдруг еще не видели это видео, обязательно посмотрите. Сейчас у нас поступил новый заказ, но забирать мы его будем завтра утром. Но готовиться нужно уже сегодня. Там Даня где-то чинит подшипник, я его вам сейчас покажу буквально через пару секунд. Хочется выразить безумную благодарность и радость за вашу всю поддержку, комментарии, лайки, любые отзывы, вообще мнения. Дело в том, что сегодня на нашем канале стукнуло 100 подписчиков. Да, это самое начало, но мы безумно рады. Это круглая цифра, наш первый такой юбилей. Спасибо вам, что вы смотрите. Спасибо нам, что мы делаем это для вас. И дальше больше и интереснее. Сейчас пойдемте покажу вам Даню. Не здоровайся. Всем привет. Как дела? Все нормально. Что делаешь? Свет. Свет? Даня трудится, чтобы завтра мы без проблем смогли поехать. Ну, смотрите, Даня придумал инновацию. Даня теперь сидит на бревне. Удобно? Да, лучше, чем стоит. В данный момент я снимаю колесо, чтобы добраться, ну не то чтобы, чтобы добраться до подшипника, то есть до барабана, который находится там, тормозной барабан, и до подшипника. В данный момент мы сняли колесо, которое я устал снимать, потому что оно было сильно затянуто. Вот кресло по линии, кстати. Можешь присесть. Я на это теперь буду сидеть. Вот это барабан, который тормоза, типа, ну их давно не использовали, это уже в нормальных машинах, это как бы дисковые тормоза. Здесь вот такая байда, в которой внутри стоит подшипник, но это чуть позже. Также у меня вот здесь стоит корзинка из Walmart с мусором, чтобы мусор как бы далеко, опа, взял, бумажку вырвал, кинул, чтобы не носить никуда. Барский стул. Спасибо. Есть коробочка со всякой темой, которая нам нужна для ремонта. Сейчас нам надо разобрать эту байду. Вон, видите, она болтается, она не должна так болтать. Колесо может бамс, и все, нет колеса. Снимаем вот эту байду. На видео будет обучалка, как с ней менять подшипник. Это мы должны этот болт открутить. Вот мы сняли гайку, которая держит подшипник. Здесь мы видим, это аксель, это тормозной диск, который тормозит. Вот здесь находится подшипник. Это вот подшипник, который мы сейчас будем доставать и выбивать отсюда. Для примера, вот это старый подшипник. Он еле крутится вообще, ну, думаю, хана. Это новый подшипник, то есть он должен крутиться вот так. И мне нужен свет сверху. Пожалуйста. Спасибо, королева. Что бы я без тебя делал? Вот что бы я без тебя делал? В общем, небольшими усилиями я выбил подшипник в ужасном состоянии. Но это типа норм еще, а вот это вот вообще не крутится. То есть прям я усилия прикладываю, чтобы крутить. Один подшипник большой снизу мы уже всунули, поменяли. Сейчас мы смазываем второй, ставим его на место. Дальше. Можно эту всю еще смазать. Наверняка. Смазки много не бывает. Прям все максимальненько, обильненько. Вставляем эту шпильку. Все, сейчас мы это просто затянем и мы включимся позже. В принципе, мы все поменяли. Все, сейчас мы закрутим и осталось просто затянуть все хера гаек. Короче, мы все поменяли. Полиночка мне помогала. Колпачок у нас здесь отлетел, поэтому я просто все на скотч заклею сверху. И сейчас я пойду подтяну все остальные типа 5 колес, чтобы все было просто. В общем, Даня все проверил, все починил, все сделал. И кто молодец? Я молодец. Передыхаю, ну я не передыхаю, переодеваюсь. И потом мы выдвигаемся с нашего места ночлега в место завтрашнего
пикапа машины. Ну, все настроение сбило. Говорил просто на камеру, она выключена была. Короче, в Walmart продается вот такой сок. Не знаю, 100% сок. Стоит всего 3,5 бакса за 10 таких штучек, они в коробочке идут. И он натуральный, то есть это прям 100% натуральный сок и очень вкусный. Всем рекомендую попробовать. Нам за это не платят. Пока что. Доехали мы до нашего ночлега. Мы чуть-чуть севернее Далласа, да? Да, вторно. Аня, убери, тебя не видно. Да блин, мне очень ярко, я не могу. На улице 2 градуса, очень холодно. Сейчас мы ложимся спать утром. Ну, по-хорошему, да? 8 утра нужно поехать забрать там вот этот ведролет 60-го там года старый. Прикольно, ну такой необычный очень. Его нужно будет забрать в 8 утра, но это, думаю, не обязательно ехать в 8, можно забрать к 9. Вот, в 8 проснемся, там надо пойти зубы, не зубы, волосы, не волосы, там помыться, умыться, мыльное, рыльное, туда-сюда и поехать. Здесь минут 8 ехать отсюда. И все, ребят, спокойной нам ночи. Это секрет, что за машина, вы ничего не слышали. Вы все равно не знаете, что это такое, какая разница. Какой-то плюмон, кто там плюнул, непонятно. Мы находимся в каком-то колхозе, опять-таки. Ну, прям реальный колхоз, да. Короче, Даня пошел готовить машину, но вот здесь мы находимся. Непонятно что, непонятно где, зачем, почему. Мы всего лишь забираем машину. А механика что-то она вообще еле доехала, заглохла 30 раз пока. Да, сцепление тоже полумертвое. Дымит, воняет. Еле едет. И очень длинная. Она выглядит маленькая, а по факту она очень длинная. Типа как Ghost Rolls-Royce длиной. Недолго мы ждали, короче, следующего заказа. Сейчас мы едем забирать что? Ford 1939 года. Если честно, я сам в шоке. 85 лет машине. 85 лет! Сколько? Люди столько не живут, сколько эта машина ездит по дорогам. Ну, она не факт, что ездит, наверное. Ну, в плане, она ездит, просто на ней, наверное, никто не ездит уже. Это просто как ретро какой-то мобиль. Может, у него даже номеров нет, я не знаю. Приехали мы за машиной вот в такое интересное место. Прикольно? Покажи вон ту. Офигеть. Очень интересно. Это Камара старая, смотри. Камара SS. И Корвет старый. Мустанг какой. How you doing? You here to Hi. pick up a 39 Ford? Yeah. Okay.
Малышка стоит, но получается так, что с этой стороны она вообще не касается рельс. Жопа еще касается. Ну ладно, сзади еще. А тут вот хорошо. Просто колеса очень узкие. И вот приходится как-то так. Как тебе машина? Хорошая. Там Но подача топлива вручную. Там все вручную, то есть топливо, регулировка больше-меньше вручную. Все, короче, вот эти, как в Жигулях. И окошки маленькие, как в танке едешь, у тебя вот эта часть на две разделена, как реально как в танке. И хоть она очень узкая, но из-за того, что она идет как бы вот так вот, треугольником, и ты когда с окна смотришь, ты видишь вот это, думаешь, она вообще не поместится. А по факту она меньше гораздо, чем это. Напишите, как вам такой аппаратик. Мы приехали в душ. По традиции новый магнитик в коллекцию. Короче, взяли покушать. Вот такая пицца. Ну, Даня мне просто половинку своей дал. И вот такая паста в томатном соусе, там с мясом. Сверху шапка сыра. Вот эта комбо стоила $15, кстати. Ну, довольно неплохо, ожидаемо. Чистые, свежие, сытые. Выдвигаемся в Северную Каролину, отвозить вот этот старенький Форд. Потом надеемся, что там нам дадут что-то новое, потому что нам нужно будет ехать потом в Пенсильванию, отвозить вот эту вот оранжевую машину. Даня пошел опять разбираться с подшипником, потому что хоть он вчера его и поменял, но что-то все равно там с ним не так, я не знаю. И он пошел с этим разбираться. Смотрите, сейчас такой golden hour, закат и луна в небе. Красиво, птички еще полетели. Расскажи вкратце, что с ним не так. Я не знаю. Фиксатор не держал гайку, которая из-за движения расшатывается. Я нашел там какую-то другую шайбу, ну типа другое крепление. Я ее одел, закрутил шайбу. И в этой нижней шайбе были такие два зубчика, я их вот так загнул. И сверху еще одел то крепление. Ну, сейчас проедем миль 50, посмотрим, типа расшатается, не расшатается. Другого варианта я не знаю, что делать, но я надеюсь, это поможет. В любом случае, этот трейлер мы вроде как отдаем в конце декабря. Мы только-только въехали в Луизиану. Даня решил остановиться, проверить подшипник. Сейчас вот то, что я поставил, оно вроде как помогло, оно держит колесо зажато, все как надо, просто. Из-за того, что я его, видимо, перетянул, то есть он нагрелся, подшипник, поэтому я сейчас его расслабил чуть-чуть, и все. А сама эта моя вот эта вот схема, она все держит. Все, супер. Такая вот тут rest area, куча траков. Еле вообще куда-то просто встали, чтобы это все проверить. В общем, хотела поделиться с вами моей болью. Дело в том, что мы сейчас ехали по очень плохим дорогам. Не везде здесь хорошие дороги, далеко не везде. Я вставлю, скорее всего, кадры, когда я снимала это, объясняла, просто чтобы вы увидели, как это выглядит без стабилизации. В принципе, сейчас я тоже снимаю без стабилизации, но мы едем уже по нормальной трассе. Просто не обращайте внимания на то, что я там говорю, у меня звук плохо записался, поэтому вот объясняю заново. В таких штатах, как что? Луизиана, Чикаго, Нью-Йорк, Калифорния и Мичиган. Миссисипи. Там плохие дороги, но здесь нет ям. Здесь они просто вот такие как-то склеенные между собой, ям нету, но ты прыгаешь на них просто. В России просто, если плохая дорога, там яма, ты влетаешь, ломаешь диски. Был такой опыт раз в Риге. Поэтому там хуже. В любом случае, это дискомфортно, извините. Тут принцесса вообще-то в машине едет. На горошине. Не, на горошине я должна быть, получается, просто по гороховому полю как будто качусь. В общем, я работала на компьютере, я не попадаю пальцами на клавиши, у меня голос трясется, я просто вот так вот там вся еду, я вам покажу. Просто жалуюсь, вот просто вот дайте мне минутку пожаловаться, можно, да? Спасибо.
Здрасте. Всем здрасте. Сколько ты проехал за сегодня? С момента с утра, короче, 700 миль. Классно. У нас сейчас 2:30 ночи, на улице 1 градус. Я как бы хотел доставить эту машину завтра, но чтобы доставить мне завтра до 5 вечера, мне, ну типа, навигатор у меня сейчас показывает прибытие 12:30, если я прямо сейчас выйду и не буду останавливаться вообще на сон. И это как бы, ну, можно, но это надо ехать полностью на энергетиках, и это того не стоит. Поэтому доставка за этой машины будет осуществляться в пятницу утром, а до пятницы утром есть много, ну, достаточно времени, чтобы и поспать, и нормально. На предыдущей заправке я заливал ДЭФ. Он заполнился, и так получилось, что я его достал, но облил всю машину, испачкал. Я такой, ладно, ну ничего страшного. Сейчас приехал, выхожу, все крыло машины белое. Я думаю, все, типа, эта штука разъела краску. Ближе подхожу, а оно лед просто. Думаю, сколько погода, потому что, ну, вот я стою в шортах. Я вроде не ощущаю, что холодно, но у меня изо рта идет пар. Да, видно. На улице 1 градус. Да. Всем доброй ночи. Утро доброе. Мы находимся... Что вот это сейчас было? Мы находимся в таком очень прекрасном, живописном месте. С наступлением утра оно выглядит еще лучше. Тут просто лес, все такое золотое. Сейчас покажу. Прекрасная, комфортная погода. Уже в каком-то видео я говорила, что 10 градусов. Идеально для меня погода. Не жарко, не холодно. Конечно, я в футболке. Чуть-чуть подмораживает, но как бы мне это даже нравится. В общем, мы выдвигаемся. Сегодня, наверное, будет очередной день просто дороги, потому что нам нужно доехать уже до Северной Каролины. Приедем мы туда где-то к вечеру, чтобы уже завтра отдать машину. Смотрите, со мной тут какой-то познакомиться хочет. Тебе не холодно, красавица? Нет, не холодно. Точно не холодно. Как вам спалось, красавица? Хорошо спалось. Прям шикарно. Едем? Едем, брыкай, малышка, поехали. Так удобно сидишь? Да. Мы проехали совсем немного, остановились в Макдональдсе, чтобы позавтракать. Ну, точнее, сейчас почти 2 часа дня. Я взяла себе овсянку. Кто не знал, в Макдональдсе есть овсянка 24 часа в сутки. Она с таким изюмом и кусочками яблочек. Еще здесь есть какое-то лимитированное новое блюдо. Это называется оно McRib, то есть это такая булка с ребрышками. Сейчас попробуем, очень интересно. Здесь так все прикольно украшено к Новому году, какие-то мишура, бантики, снежинки. В общем, очень прикольная новогодняя атмосфера. Скажи свой отзыв. Необычно, но не сказал бы, что прям очень вкусно. Прикольно, конечно, но Биг Мак вкуснее. То есть он должен выглядеть вот так вот. У меня просто много соуса, много лука, много всего. Там огурцы, лук, и все. ребра и барбекю соус. Ну, такое мясо. Просто типа котлета обычная из мяса ребра. Я думаю, будет по-другому. Для меня слишком много соусов. Я во рту чувствую только барбекю, и это дает такие, как tingles на языке. Я не знаю, как сказать tingles. Короче, колет язык от соуса просто потому, что его для меня слишком много. Пополнение в мою коллекцию. Новый магнитик из Алабамы.
уже в Джорджии, возле Атланты, ну, в пригороде Атланты, это столица Джорджии. Приехали на заправку. О, да, проехали 800 миль и потратили 400 литров топлива. Ну, сейчас будем заправлять новые 100 галлонов, ехать дальше. Хорошо, без подвижки. Все. Чистенько все, новенькое. Майка пообменена. Фреш. Вау, что за красавчик сразу стал. Ну, там майка чисто такая рабочая была, там, да, чтобы никуда не выходить, так, чисто там что-то, руки вытянуть. Что это такое? Мы уже находимся где? В Южной Каролине. Мы пришли на заправку, чтобы что? Взять магнитик, правильно. Короче, пока ехали, останавливались еще на какой-то заправке. Там был целый стеллаж с новогодними конфетами. То есть там всякие популярные ММДМсы, сникерсы. Но они все были в новогодней вот этой обертке. That's so cute. Взяли в итоге вот такой. +1 в мою коллекцию. Помнишь ночь туманную, когда тебя нашел ту самую. Во мне было так много изъянов, но ты на них не обращала внимания. Помнишь ночь туманную, когда тебя нашел ту самую. Во мне было так много изъянов, но ты на них не обращала внимания. На все закрыв глаза, ты осталась со мной, не пошла. На улице очень холодно. 0 Быстренько градусов. у нас смена Ладно, вайба. Шучу, не прям очень холодно, но холодновато, да. Мы находимся в где? Северной Каролине. Норт-Каролайн, да. Это колхоз лютый. Вообще, прям вот, какая-то деревня. Мы прям на месте, где будем завтра отдавать машину. Он сам сюда приедет, потому что там такой чел говорит, вы не подъедете. Хотел сказать, что я подъеду куда угодно, но пускай сам едет. Да, там какой-то дедушка будет забирать, видимо, вот это вот 39-й год, что он говорит, ночью не надо, я Боится доеду он, ночью, короче. да, ему здесь ехать 2 минуты до дома, я не доеду, вот давай днем, типа как при свете, чтобы я спокойно доехал. Сейчас пойдем спать, уже 2:30. Ой, красавчик, ты посмотри, какого парня сейчас хватило, ты посмотри просто. Я тоже так думаю. Смотри, какая Да, не, девушка ну ты-то вообще. вообще бомба, шикарная. Сейчас мои фокус. Вау! Ничего себе! Вот это спецэффекты, можно кино снимать. Всем доброе утро. У нас время 9 утра. Написал чел, типа, приезжай к 9. 8:52 в окно. Тук-тук-тук-тук-тук. Он, короче, это единственный. Он пришел, короче, вот не было таких случаев. Он пришел, говорит, я за машиной, дает мне bill of sale, Типа driver чек license, оплаты. чек оплаты, права, все, короче, полностью дает. Я говорю, нет, не надо, типа, ну ты пришел, значит, твоя машина. Не, пришел бы не ты, была бы другая, вообще другого машина. У него акцент такой прям западный такой. Акцент такой. Вот так вот он разговаривает. Это очень интересно. Я там напрягалась, чтобы понимать. Ну ладно, конечно, я и так все понимаю. Ну, с утра, знаете, в 8 утра, Да, я 9. вот все понимал, что он говорил, абсолютно вообще. Знаешь, кстати, что? Чё? Помнишь, ты сказал, что Боб должен оплатить Да. за машину? Он сказал, начал мне рассказывать про Боба. Говорит, мы с Бобом начали встречаться 2 месяца назад. Короче, Чё? у мужичка есть парень Боб, который платил ему перевозку этой машины. The sun sets low over fields of gold, on the back roads where the stories unfold. Oh, pickup trucks, the dust in the breeze. Зашли сейчас покушать. Нам принесли основное блюдо, посмотрите, каких оно объемов. Это стоит $15. Ну, то есть это недорого вообще, даже я бы сказала дешево. Калифорния ролл, рис, у меня лосось, это типа гиоза, как две, типа пельмешки, но такие запеченные. И овощи. Да, они то же самое, только Мясо. с стейком.
Ребят, мы в Вирджинии. Выбираем сейчас магнитик, магнитик, быстренько идем в душ, и надо ехать, потому что я оставил так прям на заправочном месте, там очередь большая, но что сделаешь? Подождут. Полина хочет купить себе вот такую вот кофточку. Она милая. Прикольно. Короче, кофту, вы видите, я взяла. Данечка мне взял. Вот, почему его взяла? Смотрите, здесь лошадь, преодоляющая препятствия. Я занимаюсь конным спортом, поэтому это очень сильно ко мне относится. Поэтому мне очень понравился этот магнитик. Также мы взяли магнит с Вашингтон, Д.С. Это столица США. И почему мы взяли его сейчас? Мы еще там не были. Но если мы будем, то там негде будет брать эти магниты. А мы явно будем рано или поздно. Поэтому это такой незапланированный цель, чтобы туда поехать. Мотивация. Точнее. Мы взяли вот такой вот спрайт вишневый. И на самом деле по вкусу он просто, знаете, как типа Бонаква или какие-то газированные воды, которые делаются вкусом. Мы в Мэриленде, окей? Новый штат, новая заправка, новые магниты. Мы еще проехали в Вест-Вирджинию, но ее мы проехали прям вот очень мало, в уголочке, просто реально проездом. Там даже не было никаких заправок, чтобы найти где-то магниты. Лошади, конечно же, крабы и так далее. Короче, на улице минус 7. Ходил, короче, на заправку, взял Полине еще один магнитик. Тут 10 их уже у тебя. Такое Пенсильвания. Короче, их у нее уже много, практически все штаты, где мы были. Ехать еще час, я устал. Ребята, на улице минус 8. Такого мороза мы еще не видели до нашей поездки. Прям реально мороз и солнце сегодня. День чудесный. Куда ты смотришь, друг прелестный? Чего ты дремлешь? Похер. Короче, едем Прости, отдавать красавец. первую машину. Точнее, единственную. Ну что, мы разгружаемся в какой-то холмистой, гористой местности. Очень интересно. Мы сидим тут уже часа, может, 3, ждем новый заказ. И уже владелец этой машины забрал эту машину, она уже успела постоять в салоне, куда мы ее отдали. А мы все еще сидим, ждем. Мы находимся сейчас в Филадельфии. Наконец-то нам дали заказ. Мы уже сюда доехали, уже свечерело. Вот такие здесь машины, кстати. Очень интересные экземпляры. Сейчас мы какую-то такую ракету будем забирать. Вот такие здесь есть.
Короче, очень интересно, много экземпляров прикольных. Но мы забираем вот это. Это офигенное вообще. Тебе нравится? Да. А кайфово. She's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella de Vil. Короче, мы забрали Кадиллак, этот DeVille 69 года. Я, кстати, ездил на таком Кадиллаке еще в России, но он был где-то 92-го, он типа пару поколений спустя. Ну, тоже DeVille был, тоже прикольный. Но эта дура, она очень огромная, широкая и длинная. Она просто корабль. Она прям огромная. Она длиной, как Cadillac Escalade. Я возил Cadillac Escalade Long, то есть удлиненную версию, и он по длине, как эта машина. Она купе. Рулежка у нее вообще ужасная. Я руль даю чуть-чуть вправо, она сразу, типа, как будто на 90 градусов направо едет. Чуть налево, она сразу налево. То есть там по трейлеру пока гуляешь, она чуть ли в стену не бьется, по стенам. Вот. Из-за того, что у нее арки сзади почти до пола, то есть я ж трос накидываю на колесо. Спереди накинулось, а сзади, то есть он не накидывает, то есть надо вот туда вот его засунуть. У меня это не получилось сделать стоя, мне пришлось лечь, залезть под заднюю часть автомобиля и уже лежа это как-то закидывать. Эта машина подходит для какого-нибудь сутенера. Вот это поворот! Который едет такой чисто по Майами, вот крышу скинул, у него, он вот так едет, руку высунул, с часами, знаете, вот такими, все как у тебя, да? в брюликах. Не, у меня не брюлики, но вот как черный ходит, брюлики одни. Вот с такими часами, здесь какой-нибудь глок у него лежит, там что-нибудь валяется запрещенное, оружие, наркотики. Ну, я же просто говорю... Я буду это запикивать, ты же понимаешь, окей. Что мне это придется делать. Ну окей. И вот он едет такой, да, по Майами, на ней вот так вот рулем туда-сюда делает, она туда-сюда виляет. Вот, короче, любители машина, но прикольная. Не знаю, сколько она стоит, она в хорошем состоянии для своих лет. Все-таки 40, 50, 50 сколько-то лет бабушки этой, которую мы везем. Все, мы едем забирать Audi RS5. RS5. RS. Это, ну, что-то прикольное, но 13-го года. То есть она старая, но RS. Там V8 вроде стоит. Да, V8 атмосферный, 420 лошадиных сил, полный привод Quattro. Вот это зачитал просто. Все, мы выезжаем, потому мы едем в Мэриленд. Сначала надо бы заехать на заправку, потому что у нас полбака всего. И едем куда-то в Норт-Каролайн, Кадиллак выплевывается где-то у океана, а РС-ка едет в столицу Норт-Каролайна, в Ралли. Вы с Ралли? Да, с утра. Я говорю, вы с Ралли идете? Все, ну поехали. Если вы поняли прикол про с Ралли, вот этот мем старый, ставьте лайки. Короче, на нормальных заправках пистолет сам отключается, когда доходит до финала, то есть он сам стопорит. Заправка говно, оно не остопорило. Я по телефону говорю, смотрю, льется. Смотрите, доширак от Читоса. Точнее, это макарошки с сыром. Они, правда, ужасно острые, но зато от Читоса. Я тут себе мешаю кофе. Хотела сказать, что мы еле выехали из этой Пенсильвании, там очень узкие дороги, все ставят машины просто с двух сторон дороги, очень узко, нет места проехать. Мы думали, что мы там просто застрянем, либо кого-то
поцарапаем. Но все обошлось, все нормально. Сейчас мы в Делавэр, это штат другой, но мы на 7-Eleven на заправке. По-моему, здесь нет никаких сувениров, поэтому, наверное, я без магнита. Вот он, Делавэр. Я пошла с заправки, какой-то мини-торговый центр или что, ради этого магнита. Сейчас покажу, где заправка. Вон она. Вон аж там. Но я вижу цель, не вижу препятствий. Делавэр, я не знала, что это первый штат, который зафиксирован официально как штат. Он первый попал в Конституцию. Прикольно. Теперь у меня есть отсюда магнитик. А еще бывший уже президент United States Джо Байден, он очень привязан к этому Делавэр, потому что хоть он и родился в Пенсильвании, которая, ну вот, следующая Делавэр, он, типа, все свое детство провел в Делавэр, у него какие-то там очень привязанность к этому штату. Там вот на этом знаке, который я вам только что показывала, этого торгового центра, было написано, что там что-то типа штат вот этого Байдена, там, джуниора какого-то там. В общем, ну, просто такой вброс информации интересный. Если я где-то ошиблась, поправьте меня в комментариях, потому что я не так углубленно изучила эту Джо Байден тему. Кстати, вот взяла такой магнитик. Мы на месте пикапа Audi. Это частный дом. Вот здесь она стоит. Сейчас я вам посниму. Там у них такие, конечно, интересные машинки стоят. Audi это вся в инии, потому что на улице, кстати, даже не знаю сколько. На улице -2. И мы находимся в Балтиморе. Вот, короче, Audi, которую мы забираем. Но получше ее под съемы я вам покажу уже завтра при разгрузке, потому что здесь темно. И, в принципе, сейчас это не очень уместно делать. Но посмотрите, она вся просто в инии. Вот. И такой у них наборчик. Наклон очень большой. Да, здесь дорога, короче, в принципе, неровная. Еще угол, короче, очень организовался большой, поэтому Даня будет ставить рампы, чтобы не повредить бампер. И собака у них милая. Или не очень милая. Прикольно, вдвоем стоим, снимаем. В общем, мужчина нам предложил cold start сделать. А сейчас будет cold start Audi. Оценивай в комментариях. X6 новая, Jaguar. И X6 M старая, это тоже M, если вы не сильно BMW-шник, я вам объясняю. Сюда не покатился. Посмотрите, ну что за блеск, что за гламур. При том, что она просто вся вот в этих морозных узорах. Я кайфую. Все, что связано со снегом, да, вы уже поняли? Вау. Йоу. That's so cool. Custom, yeah? Yeah, custom. Very nice. Сейчас мы забрали Audi RS5 2013 года выпуска. 420 лошадей в стоке, у него сделан выхлоп, он сказал, у него где-то 450, атмосферный двигатель V8 на выхлопе. Прикольная машинка, но вот те поинтереснее. Вот типа у него 2 X6 стоят, белый E71 кузов и новый. Но белый выглядит более трушно, я бы себе взял белый, но мне не нравится. Эту Audi RS6 нам везти 4 часа 40 минут. Cadillac нам везти еще 3 часа с первого места. Хорошей нам дороги, мы поехали. Желайте нам удачи. Ну что, мы доехали до Вирджинии, собственно, мы на Рест-Эрии. Время сейчас 2 часа ночи, на улице 1 градус Цельсия. В общем, нежданно-негаданно мы проехали Вашингтон, Ди-Си.
Почему-то ни я, ни Даня вообще не проверили, где мы будем проезжать. И я случайно поднимаю голову, просто мы смотрели сериал. Я так поворачиваюсь, я вижу вот этот белый дом. Я понимаю, что ваш этот DC, и я обрадовалась просто потому, что мой магнитик оправдался. То, что мы купили магнит из Вашингтон DC, мы все-таки в него попали. Даня в рандомный момент просто. Ты рад? Чему? Что мы Белый дом увидели. Да, Правительство. кстати, первый раз в жизни его увидел. Идем отдыхать и уже продолжим завтра. Доброе утро, ребята. У нас сейчас будет очень интересная для вас история. Но пока мы уже едем, мы уже в Северной Каролине. Нам до того, как мы сдадим Ауди, нужно ехать еще где-то полчаса. И сейчас Даня вам расскажет историю нашего утра, как оно интересно прошло, да? Всем доброе утро. Audi RS5, которую пахан купил какому-то своему сыну, просто, видимо, на 16-летие, не знаю, сейчас увидим. Вот. Ехали мы, значит, я захотел спать, остановился на Рестерии. Рестерия делится на две части, то есть для обычных машин и для траков. Я ночью на траковую не заезжаю, потому что, вероятнее всего, там нет негде встать. Я всегда заезжаю для легковых и паркуюсь на 10 мест, на все, просто на пофиг. Вот. Но вчера это было слишком нагло, я подъехал и прямо вот у Рестерии, вот дверь открываешь, 2 секунды ты в туалете. Все, перегородил, короче, остановился и легли спать. Поспали часа 4, наверное. Просыпаемся от того, что прям долго, везде долго. Прям вот, я, чтобы подойти спокойно постучать, доброе утро. Херачит за все силы, значит. Таки открываем свой шалаш. А там мент стоит, там полицейская машина, мент. Говорит, нельзя тут стоять, типа на вас пожаловались, кто-то там что-то позвонил ему, сказали, что стоят. Вот. Пришлось ехать на другое место. И все. Ну, вообще, типа, у меня никогда не было таких проблем, чтобы вот так вот. Не, один раз кто-то тоже стучался, да, но это очень редко. Ну, просто, видимо, вчера я очень нагло встал, просто я перегородил всю Рестерию, грубо говоря, то есть 10 ближайших мест Рестерии. Но если ты стоишь где-то в углу, там маловероятно, что кто-то подъедет, чтобы просто оборзевший встать. Ну, я. Но уже решили поехать дальше, типа, я там проехал час, остановились еще, я там соснул на часа 4. Так, я чисто на 20 минут прилег, проснулся в 12 или в 11. Вот, и сейчас дальше едем. Приехали мы отдавать Ауди в супер милый райончик. Тут просто вайб. Вы смотрите дома. Такой чисто, вот максимально, знаете, американский вайб. Сейчас против солнца снимать не буду. Пройдусь, вам покажу. Там есть очень милый какой-то типа новогодний домик. Здесь так спокойно, тихо, свежо. А я озорной гуляка, и мне все до фени. Но живу в любви к животным, к людям и растениям. Я как Есенин кочую в мире потрясений, утопая в воспоминаниях моих творений. Я люблю тебя, но не встану на колени. Поверь мне, руку доверь мне, мечтаю с тобой встретить я процесс старения. Ведь полюбить такого дурака знамение. Снова от чужих сообщений мне ярко не холодно. Как мы и предполагали, нас встретил реально какой-то пацан, просто 16-летний, может 17-летний. Мы сейчас находимся в городе Варшава, в Северной Каролине. Посмотрите, там просто лес, на фоне голубое небо. Очень красиво. Такой сейчас вечерок, на улице не холодно. И мы идем мыться. Только завелись, нам осталось сейчас ехать до датчика
Кадиллака у нас вылезла ошибка, то что по DEF-системе приехали мы отдавать Кадиллак возле пляжа. Мы сейчас находимся, но уже темно, поэтому пляж я вам не покажу. Умеем, практикуем. Тебе нормально? Оп-оп-оп-оп. Какая здесь рождественская атмосфера. Еще мужчина, который забрал машину, он сам приехал на какой-то такой старой ретро-машине, тоже 69-го года, говорит, на его машине лампочки сами загораются, сами потухают в рандомные моменты. Он спрашивал, что с этой машиной, вот если вы слышите вот этот звук такой, вот этот вот такой стучащий периодически, но мы сами не знаем, что это, мы как бы просто доставляем машину. Вот, и он начал как-то там придираться к каким-то царапинам на двери, еще что-то, но для этого мы и делаем все эти фото до и после, чтобы было доказательство, что это не мы повредили машину, а она такая была изначально. И, в принципе, мы ему все это предоставили, он такой, окей, я просто, типа, проверяю. Ну да. Теперь у меня есть магнит с Северной Каролины, и все хорошо. Вот такой он тоже симпатичный. Короче, нам придется это видео закончить на каких-то поломках. У меня сломался микрофон, держатель микрофона. Я вам сейчас прикреплю фотку, что я придумала, что мы придумали, что мы построили, чтобы его хоть как-то держать. Что с машиной? Сломался DEF, который вот непонятно зачем вообще созданный. Беспонтовая система, никому не нужная. Проехали 2000 миль, не заправляя DEF. Ну, потому что он не заправляется. Наливая, он выливается из горловины обратно. Сейчас знак на нуле, там 8 ошибок по двигателю по поводу DEF-системы. Изначально было 18, я их сбросил, осталось 7-8 перманентных, которые не сбрасываются там по помпе, по низкому уровню, по всей вот этой вот фигне. Сейчас мы поедем в Шарлотт, не знаю, доедем ли мы туда, но по-хорошему этот трак надо везти вообще в Техас на ремонт этого DEF-а. Вот я ездил на другом траке с кайфом просто. Теслу обгоняешь, газ даешь, черный дым, прям облаком. Вот это кайф, да, вот это что такое? DEF, мочу какую-то лить надо. Вот, чтобы вы понимали, DEF на 67% состоит из воды, на остальные 33% из мочи. Какой-то там... Мочевины. Мочевины. То есть это не шутка. Это реально. Мочу в бензобак заливаем. Матч. В общем, мы, да, выдвигаемся. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо большое за просмотр, всех за ваше любим, время. Всех пока. Всех любим, целуем, обнимаем. Мы увидимся уже, надеюсь, с хорошими новостями в следующем видео. Либо в году. Короче, у нас были большие планы, но из-за этого DEF планы поменялись, поэтому никто не знает, что будет. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, что уже будет дальше. И всем пока!